Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. У меня скопилось несколько пакетов обрезков некрасивых, таких невзрачных тканей. Почему я говорю некрасивых? Потому что в пэтчворке мы привыкли яркие, красочные, такие все веселенькие, как говорится. Но мне надо потратить вот эти обрезки. Они стоят, эти мешки, место занимают, и толку с них не очень много. Я решила, наконец, с ними поработать. Я нарезала квадратиков 15 на 15 сантиметров. У меня, если вы обратили внимание, некоторые прям вот из кусочков состоят эти квадратики, потому что каких-то тканей было прям вот, только совсем обрезочки. Из совсем маленьких обрезков выкроила вот такие вот кружочки темные, светлые, и буду пришивать контрастным цвета между собой. То есть вот светлый кружочек на темный я пришиваю по краешку совсем прямой строчкой. Край я никак не обрабатываю, просто стараюсь как можно ближе к краешку этого светлого кружочка прокладывать строчку, чтобы как можно меньше ниток сыпалось. Я сначала продергивала ниточки наизнанку, завязывала узелочки, но потом стала просто делать закрепочки, потому что уж больно много времени на это уходит. Потом я достала свои эти ниточки ирис и, как я обычно в последнее время делаю, намотала на шпульку, шпульку вставила в шпульный колпачок предварительно. Надо ослабить этот винтик, чтобы натяжение нижней нити сделать нормальным. Кстати, кто говорит, что я неправильно вставляю шпульку в шпульный колпачок, вот у меня есть схема. Кто не успел, нажимайте на паузу. Я делаю все правильно в соответствии с инструкцией к моей машинке. Обычным порядком вытягиваю нижнюю нитку наверх и буду строчить зигзагом. Так как у меня уже я пришивала, и я старалась светлыми нитками пришивать там, где у меня низ темный, то мне видно контур, по которому я буду строчить. И, соответственно, ориентируясь на этот контур, который прямой строчкой у меня проложен, я все и шью. После того, как прошила, у меня вверх эти рыженькие нитки, они же толстые, и их так просто не проденешь, вниз не продернешь, поэтому я их иголкой так перевожу туда вниз и уже завязываю, так как они в исходную точку пришли, завязываю между собой две пары ниток, толстую и тонкую, нижнюю и верхнюю, и такие у меня получаются кружочки, украшенные простенькой вышивкой. Я сначала посмотрела все свои строчки декоративные, которые есть, и среди них уже потом выбрала. Я на этих кусочках. Тут разные, конечно, такие мне понравились. Потом этот как закрепочный выглядит стежок. И еще тут мне этот понравился, который Е, он как буковки А выглядит, если поближе его посмотреть, но я в результате потом не стала его использовать, поближе. В принципе, можно было. Хотя я зеленый цвет не буду использовать, но у меня под рукой попались, шпулька уже намотанной зеленой ниткой, поэтому я и попробовала. И в результате я по уже намеченной строчке буду свои кружочки все вышивать. Смотрите, получается, какая милота уже. Но у меня их много, этих кружочков, как и квадратиков, которые я делала. И следующим шагом я буду эти кружочки свои нашивать точно так же на квадратики. Там, где темный фон кружочка, на светлый квадратик и наоборот. И буду украшать также декоративными строчками. После того, как пришила все кружочки, украсила все вышивкой, разложила квадратики в том порядке, как мне понравилось. В основном я чередовала темно-светлые в шахматном порядке. И сшиваю их попарно. После того, как сошью пары все в ряды, начинаю сшивать между собой ряды. Складываю ряды лицом к лицу и соединяю булавками, стараюсь, чтобы у меня совпадали все швы. Девочки, они у меня при скалывании совпадали, но все-таки ткани самые разные. При сшивании они тянутся все по-разному, поэтому в результате у меня все-таки не все получилось прям тютелька в тютельку, как говорится. Но я не сильно об этом переживаю, потому что это не на продажу плед у меня будет.
это для себя, ну и для себя я себе прощаю. Ну, вот в результате получилось вот такое полотно. Конечно, может быть, надо было каждый квадратик еще флизелином проклеить, тогда они все одинаково бы шились. Но я не стала заморачиваться, я и так столько времени потратила на кружочки, на эти, на вышивку, что я решила уже, ну как есть, так есть, сошью как есть. Вот. И я, смотрите, вниз я решила сделать вот такой плед, купила в фикс-прайсе всего за 350 рублей, 2 метра на 1,5 флис. Единственное, что он, конечно, вот так вот очень позорно отделан на оверлоке, который все стянул. И я просто срежу вот эту розовую строчку оверлочную и сделаю сэндвич. Я не буду делать никакой наполнитель, только флис снизу и сверху вот это вот мое полотно из квадратиков. Если вы хотите прямо очень теплые, то между ними можно сделать синтепон. Я уже отдираю малярный скотч, которым прикрепила флис к ровной поверхности. Я тут кучу столов между собой составила в большой комнате. Вот. После этого я скрепила булавочками все квадратики. И после того, как этот скотч сняла, уже можно перемещать мое будущее одеяло, плед. Вот. И я строчу прям вот между квадратиками в шов. Я сначала хотела полностью каждый квадратик прострочить, а потом подумала, но ведь у меня нет никакого наполнителя, мне надо только прикрепить флис. И я сделала просто вот полосочками строчку, вот так вот, не стала квадратики полностью, просто вот полосы, которые по короткой стороне идут. И мне надо теперь обработать только край. Из того же флиса, из остатков, я выкроила полоски, у меня 6 сантиметров шириной, лицом к лицу пришила. И я показать хотела только вот, я во всех почти видео, которых делаю, пледы, одеяла, я показываю этот момент, как я соединяю концы этой ленты, выкроенной полоски, при обработке кромки. Делаю нахлест, длина нахлеста равна ширине моей ленты. То есть, если у меня лента 6 сантиметров, то и нахлест между этими двумя концами 6 сантиметров. Потом вот так вот складываю лицом к лицу, зашиваю, обрезаю припуски, и все, у меня ровно хорошо все сходится. И остается только пришить вот эту кромку с внешней стороны. Я обычно это делаю вручную, но сегодня делала на машинке, потому что я подумала, на флисе, во-первых, это вообще незаметно, почти ничего, никакой разницы, что на машинке, что вручную. Вот эти аппликации, то, что края не обработанные у кружочков, я не переживаю, потому что все-таки я там и сначала прямой строчкой прошила, потом вот этой декоративной. Не будут нитки высыпаться, если будут самые коротенькие, при первой же стирке высыпятся, и все, потом больше ничего не будет страшного. Мне очень нравится, он получился, вот верхняя часть, она достаточно тяжелая, потому что здесь плотные ткани, а за счет того, что низ флисовый, а флис легкий, получился плед нормального веса, очень приятный, мягкий, очень теплый. Нашей кошке он очень понравился, как и мне. Но кошка вообще отслеживала весь процесс, постоянно следила, участвовала, можно сказать. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь, если еще не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.